Хотите научиться управлять снами и раскрыть тайны собственного подсознания? В этом видео вы узнаете проверенные техники осознанных сновидений и шагнете за грань привычной реальности. Осознанные сновидения – это удивительная область исследования сознания, где сон становится полем для экспериментов, самопознания и даже духовного пробуждения. Для одних людей осознанные сны – лишь приятная забава, возможность ощутить невесомый полет или исполнить заветную мечту. Для продвинутых практиков это ключ к глубинам подсознания, точка соприкосновения с тонкими планами и мощный инструмент преобразования личности. Но что же за феноменом осознанного сновидения? Действительно ли мы переносимся в особый мир снов? Или все происходит исключительно в нашем уме? Подобно астральным путешествиям, осознанные сновидения можно рассматривать в разных парадигмах – мистической, научной и эзотерической. Каждая из них добавляет свое звено в понимание этого явления. И если вы чувствуете, что готовы шагнуть за горизонт привычной реальности, познакомиться с тонкими пластами сознания и обрести опыт, меняющий взгляд на жизнь, это руководство для вас. Мы объединим мистику, психологию и духовные аспекты, разберем проверенные техники для входа в осознанные сны и их углубленной проработки. Уделим внимание мерам безопасности и этике работы с подсознанием. Добро пожаловать в мир, где грань между сном и реальностью размывается, а возможности самопознания расширяются до бесконечности. Часть первая. Природа осознанных сновидений. Мистический взгляд. Сон как портал к иным мирам. Если обратиться к древним верованиям, мы обнаружим, что во многих культурах сновидения считались воротами в мир духов или потусторонних измерений. Шаманы, ведуны и жрецы использовали осознанные сны для предсказаний, исцеления и связи с богами. В этой модели осознанное сновидение – это реальное перемещение сознания в особое измерение, где действуют собственные законы пространства и времени. Сновидческая реальность приравнивается к астральным мирам или иным тонким планам. Сторонники мистического подхода полагают, что во время сна душа человека отделяется от физической оболочки, входя в мир обитания духов, ангелов и прочих сущностей. Согласно этой точке зрения, осознанные сновидения – уникальная возможность полноценно существовать в этих сферах, учиться у высших сил, получать знаки и пророчества, исцелять душу. Научный подход – нейробиология сновидений. Современная наука видит сны как продукт активности головного мозга в фазе быстрого сна – REM. Нейробиологи подчеркивают, что осознанность во сне связана с особой работой лобных отделов мозга. Они частично пробуждаются, в то время как остальная часть мозга продолжает спать. Исследования научили нас техникам управления фазой сна, наблюдению за биологическими ритмами, применению сенсорных стимуляторов, тонатора, маски для осознанных сновидений, которые помогают поймать момент, когда сон становится осознанным. С точки зрения науки, осознанные сновидения – это внутренняя симуляция реальности на уровне нейронных сетей. Феномен осознания означает, что часть когнитивных функций, например, саморефлексия, критическое мышление, во сне включается и задает вопрос: «А не сон ли это?» Ответ «Да, это сон», меняет всю парадигму и позволяет самостоятельно влиять на сюжет сна. Эзотерический ракурс, сознание и многомерность.
Эзотерики и современные исследователи сознания, вдохновленные идеями Карлоса Кастанеды, Стивена Лабержа и других, видят осознанные сновидения как переход в особое фазовое состояние. В нем человек взаимодействует не только с образами собственного подсознания, но и, возможно, при определенных условиях выходит в пространство, коллективно сформированное сознаниями множества людей. Нечто вроде общего поля сновидений. Согласно эзотерическому подходу, сон открывает нам дополнительные слои реальности, где мы можем осознанно влиять на события, проводить духовные практики, общаться с наставниками, путешествовать по местам силы. Подобно астралу, осознанное сновидение трактуется как измененное состояние сознания, а не банальная иллюзия. Таким образом, каждый исследователь может выбрать ту картину мира, что ближе ему. Возможно, истина и здесь комплексна. Научные объяснения не противоречат мистике, а эзотерика лишь помогает взглянуть глубже. Главное, опыт осознанного сновидения субъективно очень реален и способен преобразить мировоззрение. Часть 2. Подготовка к осознанным сновидениям. Физическая и психологическая настройка. Хотя для входа в осознанный сон не требуется глубокий транс, как при астральной проекции, определенная подготовка повышает шансы на успех. Режим сна. Старайтесь наладить стабильный график. Хаотичный образ жизни, ночные бдения, короткий недосып приводят к тому, что вы засыпаете слишком крепко и быстро, не успевая поймать момент осознания. Расслабление и медитация. За 15-20 минут до сна можно практиковать легкую дыхательную гимнастику, медитацию на успокоение ума или чтение расслабляющей литературы. Главное – убрать из головы суетные мысли. Мотивация и намерение. Перед сном проговорите про себя или вслух установку. «Сегодня я осознаю, что нахожусь во сне и смогу управлять сновидением». Повторите ее несколько раз, стараясь прочувствовать уверенность. Отказ от тяжелой пищи и стимулирующих веществ. Алкоголь, крепкий чай, кофе – все это уменьшает качество сна. Плотный ужин тоже может усугубить ситуацию, вызывая тяжелые бессвязные сны. Ведение дневника сновидений – это классический, но действенный метод. Сразу после пробуждения записывайте все, что помните из сновидений, даже если это обрывки или эмоции. Постепенно ваша способность вспоминать сны возрастет. Дневник сновидений важен, потому что тренирует мышцу внимания к снам. Помогает отслеживать повторяющиеся сюжеты и объекты, так называемые сновидческие триггеры, замечая которые во сне, вы сможете осознаваться. Служит мотиватором. Видя, как меняется ваш сновидческий мир, вы вдохновляетесь на дальнейшие эксперименты. Для удобства можно держать под рукой блокнот или использовать приложение на телефоне, но стремитесь записывать заметки вручную. Это лучше закрепляет образы. Техники проверки реальности. Пожалуй, одно из простейших, но эффективных действий – регулярные проверки реальности в бодрствовании. Например, каждые 1-2 часа задавайте себе вопрос: «Не сплю ли я?». Смотрите на руки, на окружающую обстановку, щипайте себя легонько, пытаясь понять, есть ли странности. Тест с текстом. Во сне слово, цифры и буквы обычно меняются при повторном взгляде. Днем смотрите на любую надпись, отведите взгляд и посмотрите снова. Прыжок или проверка гравитации. Во сне можно подпрыгнуть и зависнуть в воздухе дольше, чем в реальности. Проверка ладоней. Во сне пальцы могут выглядеть неестественно, быть длиннее или расплываться. Со временем это приучает ваш мозг к тому, что вы регулярно спрашиваете: сон или реальность? И рано или поздно во сне возникнет тот же вопрос, и ответ будет очевиден. Часть 3.
Продвинутые техники вхождения в осознанный сон. Метод прямого осознания. Классическая техника, известная многим. Суть в том, чтобы проснуться и сразу же сохранить осознание при погружении в сон. Обычно ее практикуют в утренние часы. Проснитесь раньше обычного, например, через 5-6 часов сна по будильнику. Пробудитесь, немного потянитесь, выпейте воды. Проведите 10-15 минут в осознанном состоянии. Почитайте что-то или запишите сон в дневник. Снова лягте, расслабьтесь, но держитесь на грани бодрствования. В какой-то момент вы почувствуете появление сновидческих образов, гипнагогий. Сохраняйте ум ясным. Если проваливаетесь в сон, используйте легкие ментальные якоря. Например, внутренний счет, визуализацию или фокус на ощущениях тела. Если все идет правильно, вы заметите, как картинки становятся объемными. Затем внезапно обнаружите, что уже внутри сна, но при этом помните, что спите. Подобно астральному выходу возникают разные эффекты. Звон, вибрации и ощущение паралича. Задача не испугаться и мягко нырнуть в сновидение. Метод «ложное пробуждение» базируется на умении ловить момент выхода из сна. Когда вы просыпаетесь естественным образом, без резкого подрыва, и чувствуете, что сон еще близко, не открывайте глаза и не шевелитесь. Позвольте телу остаться в расслабленном состоянии. Через несколько секунд или минут вы можете провалиться обратно в сон, но уже с осознанностью. При этом бывает, что вы как бы проснулись и встали с кровати, начали заниматься своими делами, но это может оказаться ложным пробуждением. Если вы приучены к проверкам реальности, вы быстро поймете, что все еще спите. Это отличная возможность для осознанного сна без особых усилий. Метод сенсорной активации. SSILD. Эта техника набирает популярность. Ее суть – поэтапная концентрация на различных сенсорных каналах. Полежите в расслабленном состоянии, закройте глаза. Сконцентрируйтесь на слухе, вслушайтесь в окружающие звуки, шум в ушах, любые тихие отголоски. Переключитесь на зрение, смотрите на темноту за закрытыми глазами, замечайте вспышки или узоры. Переключитесь на осязание, почувствуйте свое тело, вес, температуру, движение под одеялом. Циклично повторяйте эти переключения несколько раз. Затем засыпайте с намерением вернуться к этому осознанному состоянию. Благодаря таким переключениям мозг дольше удерживает часть функций бодрствования, и вероятность спонтанного осознания во сне повышается. Метод «цифровой счет» и визуализация – простая, но действенная техника. Она может выступать как самостоятельная или совмещаться с другими способами. Располагайтесь удобно, закройте глаза. Начинайте мысленно считать. 1 – я сплю. 2 – я сплю. 3 – я сплю. И так далее. Задайте себе установку. Не позволю сознанию погаснуть полностью. Буду поддерживать его легким счетом. Одновременно можно визуализировать какую-нибудь стабильную картинку или сцену, представляя, что вы уже в ней. Если все пойдет правильно, вы пересечете границу сна и обнаружите, что сцена ожила. Главное не увлечься счетом на автомате и не заснуть. Часть 4. Стабилизация и углубление осознанного сна. Почему важна стабилизация? Для многих новичков, и не только, самая распространенная проблема. Человек осознает себя во сне, но тут же сон становится мутным, обрывается или возникает эйфорическая радость. И вы просыпаетесь. Чтобы избежать этого, существуют специальные приемы. Тактильное взаимодействие. Оказавшись в осознанном сне, сразу заикорьтесь в сновидческой реальности.
Потрогайте ближайший предмет. Стену, мебель, свою одежду. Отметьте про себя текстуру, температуру. Посмотрите на свои руки во сне, ощутите, как они выглядят, двигаются. Если чувствуете, что картинка начинает расплываться, сделайте осознанный глубокий вдох и выдох. Сконцентрируйтесь на окружении. Ощупывание собственной формы. Еще один действенный прием. Потратьте несколько секунд, чтобы пройтись руками по своему сновидческому телу. Так вы даете сигнал мозгу: «Я существую в этом пространстве». И это укрепляет ощущение присутствия. Кручение или вращение. Если сон тускнеет и все начинает меркнуть, попробуйте метод вращения. Сделайте во сне поворот вокруг своей оси, как волчок. Это может перезагрузить сновидение, сменить локацию и сохранить осознанность. Глаза в процессе лучше держать закрытыми во сне, а потом открыть их в новом месте. Проговаривание намерений. В сновидении мысль и слово обладают большей силой. Произнесите: «Сон, стабилизируйся» или «Хочу усилить яркость». И наблюдайте, как картинка становится четче. Сформулируйте цель. «Я хочу посетить лес», «Я хочу встретиться со своим наставником» и так далее. Действуйте уверенно, будто командуете собственной реальностью. Ведь это и есть реальность, где все подчинено вашему сознанию. Часть 5. Работа с подсознанием через осознанные сновидения. Погружение в теневые аспекты. Сон – это театр нашего подсознания, где на сцену выходят образы, скрытые в повседневной жизни. В осознанном сне вы можете спросить прямо у сновидения: «Пусть появится образ моей главной внутренней проблемы». Встретить во сне пугающий символ, монстр-тень. И вместо бегства подойти к нему и спросить: «Кто ты? Что тебе нужно?» Таким образом, вы контактируете с глубинными страхами или травмами. Если набраться смелости, такой контакт может принести инсайты и психологическое исцеление. Исцеление и творчество. Осознанные сны используют и как терапевтический инструмент. Встречи с внутренним ребенком. Погладить, обнять маленькую версию себя во сне, утешить ее. Проживание альтернативных сценариев. Если в реальности есть травмирующая ситуация, во сне можно переиграть ее в безопасной обстановке. Для творческих личностей осознанные сновидения – кладезь вдохновения. Музыканты слышат новые мотивы, художники видят необычные пейзажи, писатели черпают сюжетные ходы. Контакт с духовными наставниками. В мистической и эзотерической традиции высоко ценятся осознанные сновидения как канал общения с высшим «Я», ангелами, тотемами. Вы можете вызвать во сне фигуру, которую воспринимаете как наставника, задать важные вопросы. Иногда приходит реальное чувство, что это не просто ваше воображение, а нечто более глубокое. Тем не менее, будьте критичны. Образы во сне могут также отражать ваши собственные ожидания. Но даже тогда работа с ними дает психологический эффект, раскрывая скрытые ресурсы. Часть 6. Путешествие вне тела и осознанные сны. Сравнение с астральными выходами. Многие задаются вопросом, чем осознанные сны отличаются от астральной проекции. В эзотерическом смысле считают, что осознанный сон – это закрытая реальность, созданная вашим подсознанием, тогда как астрал предполагает выход в объективное тонкое пространство. Однако на практике грань весьма тонка. Опытные практики сообщают, что осознанные сны могут перетекать в астральные путешествия, если во сне вы намеренно настраиваетесь на выйти за пределы сновидения. Научный взгляд указывает, что оба состояния – особые фазы работы мозга. Переход из осознанного сна в астрал.
Если вы хотите исследовать астральные пространства через осознанное сновидение, попробуйте. Осознавшись во сне, стабилизируйтесь. Сформулируйте намерение. «Я хочу увидеть свое физическое тело спящим». Представьте, как расступается занавес сна, и вы чувствуете себя в комнате, где лежит ваше физическое тело. Если возникает вибрация или паралич, значит, вы приблизились к состоянию выхода в астрал. Вопрос о том, действительно ли вы вышли или все еще находитесь в сценарии сна, остается открытым. В любом случае, опыт может быть очень реалистичным. Часть 7. Ошибки даже опытных сновидцев. Слишком сильная эйфория. Долгожданный момент. Вы понимаете, что спите. Эмоции зашкаливают. Ура, получилось! И тут же сон рушится. Или вы просыпаетесь от прилива адреналина. Решение – постараться сохранить спокойствие. Обучайте себя взглядом наблюдателя. Я осознался, но я спокоен и готов к исследованию. Нерегулярность практики. Осознанные сны – навык, который со временем тускнеет без упражнений. Даже опытные могут терять форму, если месяцами не уделяют внимания снам. Ведение дневника и периодические проверки реальности поддерживают тонус. Погоня за экзотикой. Некоторые продвинутые сновидцы все время ищут крутых сюжетов. Бои с драконами, встречи с мифическими существами. Но это может привести к поверхностному отношению к снам. Часть 8. Техника безопасности и психологические аспекты. Борьба со страхами. Иногда во время осознанного сна проявляются жуткие образы. Это может быть отражение ваших внутренних тревог. Лучший способ – встретиться со страхом лицом к лицу. Спросите у пугающего существа во сне: «Почему ты здесь?» Попытайтесь преобразить страх в ресурс. Подобно тому, как в астрале страх мешает выходу, здесь он мешает глубине исследования. Зная, что все это ваше создание, вы обретаете контроль. Границы сна и реальности. Хотя осознанные сновидения интересны, помните о важности физической жизни. Сохраняйте здравую грань между снами и явью. Слишком частый уход в сновидения может приводить к эскапизму, если вы избегаете реальных проблем. Используйте осознанные сны для проработки и развития, а не для бегства. Энергетическая чистота. В эзотерической традиции рекомендуется защищать себя перед сном, особенно если планируете активную работу во сне. Визуализируйте светящийся кокон. Призывайте благостные силы для сопровождения. Запрещайте воображаемым сущностям вторгаться без вашего согласия. Это формирует вашу внутреннюю уверенность и убирает часть психических блокировок. Часть 9. Коллективные сновидения и совместные исследования. Идея коллективного сновидения. В эзотерических школах есть концепция общего поля сновидений, где люди могут встречаться во сне, обмениваться информацией. Научных доказательств этому мало, но есть немало рассказов о случайных совпадениях, когда два человека видели во сне одну и ту же локацию и взаимодействовали. Если вас привлекает эта тема, можно попробовать. С другом договориться перед сном о месте встречи. Например, «Давай встретимся на воображаемой полянке у озера». Записать сновидение утром и сравнить. Возможно, это будет лишь забавный эксперимент, а может, обнаружатся поразительные пересечения. Совместные практики. В некоторых эзотерических группах практикуют ночные круги, когда участники договариваются в определенное время о едином намерении – исцеление, изучение символа, общая медитация – и стараются осознанно встретиться во сне.
Даже если это окажется субъективной иллюзией, подобные эксперименты тренируют дружескую поддержку и совместное развитие. Часть 10. Интеграция опыта осознанных сновидений в повседневную жизнь. Применение в реальности. Сны – неотрывная часть нашей психики. Все, что вы осознаете и прорабатываете в осознанном сновидении, оставляет след в подсознании, влияет на ваше мышление и поведение в яви. Используйте инсайты, записывайте их по утрам, ищите корреляции с жизненными ситуациями, применяйте открывшиеся знания и идеи в реальных проектах. Полезные навыки из снов. Например, вы можете репетировать выступления на сцене, изучать иностранный язык, тренировать навыки публичных выступлений. Осознанный сон – это великолепная симуляция. Пусть не на 100% соответствующая реальности, но она помогает снять психологические барьеры. Духовное расширение. Для многих опытных практиков осознанное сновидение становится дверью в новую эру самоисследования. Встречи с архетипическими персонажами, ощущение бесконечности мира, выход за рамки повседневного восприятия – все это приводит к переоценке ценностей, более глубокому пониманию собственной природы. В следующем видео мы разберем все секреты глубокой медитации. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить. Удачи и приятных сновидений!